времени суток всем! Сегодня сделаем супер простой Speedlight эффект. Использовать его можно как самостоятельно, так и поверх любой композиции с использованием альфа-канала. В этом видео я покажу две анимации, направленную в точку и простые линии. Помимо самого эффекта, я также покажу, как можно из белого цвета линий придать им абсолютно любой цвет. И что самое важное, нам для этого не потребуются абсолютно никакие плагины. А если вам будут нужны футажи с прозрачным фоном, то специально для вас я их сделала, и вы сможете найти их на моей страничке на Patreon вместе со всеми файлами проекта из этого видео. Меня зовут Дарья, и я рада приветствовать вас на моем канале Дарья Create. Не забудьте поставить этому видео лайк, если оно вам понравилось, и давайте скорее приступать. Начинаем с создания композиции и добавляем в нее Solid Layer. Назовем его Speedlight. Первым мы сделаем эффект, где линии направлены из одной точки. И чтобы получить эти линии, добавляем на слой эффект Turbulent Noise. Fractal Type и Noise Type оставляем по умолчанию. Значению контраст поставим 800, а Brightness минус 100. Дальше в Transform снимаем галочку в этом чекбоксе, чтобы управлять размером ширины и высоты отдельно. И выставляем значение ширины 25, а высоту поставим 3000. Отлично! И теперь анимируем движение линий. Для этого раскрываем параметр Offset Turbulence и связываем его со Scale High. Выражение, где второй темп, меняем на Time умножить на 5000. Как вы видите, линии начали двигаться. Теперь добавляем в композицию корректирующий слой Adjustment Layer. На него добавляем эффект Polar Coordinates. Type of Conversion меняем на Rect to Polar. И Interpolation выставляем 100%. Пока не совсем то, что нужно, но мы это исправим. И из той же вкладки Distort добавляем эффект CC Lens. Размер увеличиваем до 125. Супер! И в принципе, кому нужны простые белые линии, вы можете уже и так оставить. Но мы добавим немного цветов. Идем в эффекты, Blur and Sharpen и Channel Blur. Изменяя значения для разных цветов, мы можем получить интересные результаты. Я поставлю для красного канала размытие 400 и для зеленого 7. Выглядит круто. И добавим теперь Glow эффект. Для тех, кто забыл, он находится во вкладке Stylize. Немного подправим его. Ну вот, уже почти то, что нужно. И последний штрих сделаем посередине затемнения. До этого создадим еще один Solid Layer. Назовем его Mask. Выбираем инструмент Ellipse Tool и рисуем круг. Подправляем размеры, если нужно, и располагаем посередине. Отлично! Теперь раскрываем параметры маски и меняем значение Mask Feather где-то на 170. Ну вот, как раз то, что нужно. И такой результат получаем в итоге. Теперь сделаем простые линии. Для этого дублируем нашу композицию, удаляем лишние слои и эффекты. Оставляем слой Speedlights и корректирующий слой. На слое с линиями в эффекте Turbulent Noise меняем местами значения ширины и высоты. Раскрываем слой и поменяем параметры анимации. Удаляем выражение из Offset Turbulence
И будем анимировать теперь параметр Evolution. Выражение к нему напишем просто time умножить на 1000. И готово. Эффект действительно очень простой, поэтому я надеюсь, что у вас не возникнет с ним никаких проблем. У меня на этом все на сегодня. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам оно понравилось. Если так, то обязательно поставьте ему лайк. Если нашли что-то полезное, то не забудьте подписаться на канал, мне будет очень приятно. Ну и как обычно, если остались вопросы или есть предложения для новых роликов, то пишите все в комментариях. Я все читаю и всем стараюсь ответить. Ну а мы увидимся с тобой уже в следующем видео. Пока-пока!